никогда, никому не верьте, что человек, который побыл на самом-самом-самом верху и оттуда выркнулся, что это безболезненно проходит. Ничего подобного. Конечно, вот эта власть, огромнейшая власть, те вопросы, которые ты решал, те проблемы, это масштабное все. Это совершенно другой образ жизни. Я приезжал на работу к 9, а выезжал, когда как. Ну, поздно. И в 10, и в 11 вечера. В субботу я работал всегда, когда экстренные случаи были. Тогда телефон не умолкал. И вдруг это все развеивается, как пыль. Ни звонков, ни друзей, никого, ничего. Конечно, это болезненно очень. Одни не выдержали, уходили в себя, ничего не делали. Другие выдержали, вот я выдержал. 3 года читал книги, потом надоело читать. И я сказал, ну и что, буду жить дальше, вот и все. Это был конец 1982 года. Меня совершенно неожиданно избрали секретарем ЦК КПСС по экономике. Меня пригласил Андропов, который я только на портретах видел. Он поручил Горбачеву, Долгих и мне, 3 разобраться и сказать, что надо реформировать. К чему идти, какие цели? Об этом мы и на заводах мечтали, чтобы как-то по-новому работать. И вдруг появляется кто-то из руководства страны, который говорит, давайте, ребята, значит, вперед. Азарт, конечно, и мы сразу почувствовали, ага. Поэтому я считаю, что начало по определению путей и что мы добиваемся реформирования, все-таки положил Андропов. Когда Горбачев в апреле 1985 года докладывал, куда идти, после этого перестройка появилась, он наш материал использовал, который мы наработали. Я же готовил вместе с ним этот доклад у него в кабинете. Я был председателем Совета министров СССР 5 с лишним лет. Я начинал это дело. Я считал, что это нужно. Товарищи, нам не повернуть производство на путь всесторонней интенсификации прежними методами и старыми организационными формами, не перестроив их решительно. И здесь нужны не частичные улучшения, а радикальная реформа. Когда никто не ставил вопрос о государственном устройстве, говорили только об экономике. У меня правительство очень интеллектуальное было, очень образованное. 10 академиков, Черкоров, 22 кандидатов докторов наук. Эти люди у меня знали технологии, они знали производство. Каждый из них — это профессор свое дело был. Правительство сейчас готовит программу по переходу на регулируемый рынок, мероприятия, меры, которые позволят шаг за шагом решать эти проблемы. Мы как раз должны учесть и последовательность, и тактику, как нам проводить эту жизнь. Я до сих пор убежден, что та основа концепции была правильная. Вот Китай это сделал. Китайцы применили на практике. За китайцем Вьетнам пошел. Я там был несколько раз в Вьетнаме. Они сегодня процветающая страна. Это по-научно конвергенция, то есть соединение. Они соединили рынок и государственное регулирование, план. Вот и все. Вот весь секрет. Весь секрет. И я за это. Рынок с социальной направленностью и с государственным, необходимым государственным регулированием. Вот кредо, с которой я выступал в то время. А потом наступил 1987 год. Вот здесь и пошли наши принципиальнейшие разногласия с Горбачевым.
трещина стала расходиться. И в конце концов я, по сути дела, в одиночестве остался. Председатель Совета Министров – это самая уязвимая должность в стране. Я каждый день стоял на трибуне, где-то докладывал. И что мне только не говорили. И ты бревно на путях перестройки. Ты нож в спину перестройки. В общем, самая натуральная травма. Знаете, уважаемый съезд, мне становится все больше и больше грустно. Невозможно открывать газету, невозможно смотреть телевидение. До каких пор будет идти шельмование правительства? Я прошу вас, вот как человек прошу, как председатель Совета Министров, или дайте нам возможность работать, или иначе мы подадим отставку. Спасибо. В начале декабря 90-го года пришел к Горбачеву, сказал: я больше ничего сделать не могу, я подаю отставку. Он, по-моему, обрадовался даже. Родился я в простой рабочей семье в Донбассе 28 сентября 1929 году. Шахта наша северная была, а кругом поселок 1006 был. Это одноэтажные дома, рудничная труба одна была. На ней была выложена белым кирпичом 1901. Мы жили сначала прямо в центре, около шахты. Все удобства на улице. Там колонка. Все ходили туда с ведрами. Мы очень скромно жили, бедно. По материнской линии интересный дед был. Он шахтер был, под землей работал. Дед по отцовской линии был кузнец на шахте, а уже отец под землей работал и брат. Вот у меня брат родной, он на 7 лет моложе был у меня. Он работал на глубине 960 метров, километр. Евгений, он выше меня ростом был, шире. Спустился в шахту, и все, до конца жизни в шахте и проработал. Я 8 классов кончил. А с 8 классов в то время техникум брали без экзаменов. Знал, что в Краматорске есть машиностроительный техникум. Думаю, строят машины, видно, автомобиль. И приехал туда, поступил. Я попал после техникума на Уралмаш. Сам до сих пор удивляюсь, как я выдержал. Завод большой очень, территория большая. Цех номер 31. Шагающий экскаватор делает. Я был сменным мастером. Участок, это метров 100 длиной здания. 25 человек мне в смене. 1/3 фронтовиков. 1/3 это те, которые в войну работали на заводе, рабочие. И я, молокосос 20-летний, который никогда нигде не работал. Это тяжело было, конечно. Они прекрасно видели, что я пацан. Они прекрасно видели, что я много не понимаю в производстве. И они учили меня очень много. Ничего, уписался. Я никогда не думал, что я буду начальником цеха. И я как раз боялся, что у меня стало 700 человек, которые я командовал. Это уже совершенно другой поворот. У меня была одна забота – не подвести завод. Ты сразу чувствуешь огромнейшую ответственность перед всем заводом, перед гигантом, где 60 цехов, такие как мои. Завод очень сильно расширялся. Мы выросли из тех штанишек, которые были раньше. Было принято решение создать уникальный комплекс. 10,5 гектар под одной крышей, блок цехов. Вся технология, что ставить, какие машины, это все под моим руководством делалось. Потом через много лет я получил государственную премию за него. Я никогда не думал, что я буду директором завода. Просто в делах заводских я практичный был. Я просто понимал, что к чему. Как надо делать, как руководить, что делать. Если у тебя врожденное что-то было, оно как-то помогало тебе. Внимание! Говорит
как и многие, я был член партии. Волей-неволей мы были все-таки сторонники социалистического пути. Хотя, когда стали взрослеть, мы немножко стали больше понимать, уже стали видеть, что многое по-другому надо было делать. Тем более пришли люди, тот же Косыгин, вот, который ввел реформу Косыгина. Работает завод, ты работаешь день и ночь. Все твои прибыли забирает государство, а по его реформе определенная часть денег оставляли заводу. Мы с восторгом встретили все, потому что мы бились за это. Я на Уралмаше отработал 25 лет. Когда я пришел на завод в 50-м году, шагающий экскаватор, одна машина полгода делалась. Когда я уходил с завода, мы делали одну машину в месяц. Задачи, которые стоят перед заводом, очень большие, напряженные. Работать надо всему коллективу очень много. Надо обратить основное внимание это на пусковые объекты, на экономию материалов, металла, дерева и ряд других экономических вопросов. А дальше Москва. Я был первым заместителем министра тяжелого машиностроения. В Госплане я был первый заместитель председателя Госплана в ранге министра СССР. Может быть, я наивно считал, что все, что накоплено, о чем надумано, что там можно реализовать. Я пришел в министерство. Вроде нормально, машину дали, все. Пока я работаю до 5 часов, вроде бы все крутится. 5 часов, звонок, смотришь, через 15 минут никого нет, уже практически никого. И я думаю, где я нахожусь? В пустыне какой-то. И вот тогда я почувствовал, что я потерял. Я потерял коллектив, я потерял завод. Я потерял, в моральном отношении, я потерял людей, понимаете. Здесь просто служащие. Это не соратники. Куликова, Бородинов и третья Прохоровка. Вот лежат их поле России. Когда я был в отставке, никакой работы мне никто не давал, абсолютно. Но так получилось, что меня пригласили посмотреть Прохоровку. Там один танк стоял, и все, больше ничего не было. Оставалось 1,5 года до 50-летия Победы. Была идея создать мемориальный комплекс Курской битвы. А возможности сил не было, и все топтались на месте. Я подумал, все равно делать мне нечего. И возглавил общественную организацию. Назвали попечительский совет. И мы за первые 1,5 года построили храм, звонницу построили. А потом уже создали музей Третье ратное поле России и музей бронетанковой техники. А потом мы думали, что нам делать дальше. Или ставить точку и заниматься совершенствованием того, что создали, или все-таки продолжать развивать наш комплекс. Когда в 95-м мы открывали комплекс, храм, звонницу, мы передали своих личных книг семейных сюда 2500 сразу. Вот отсюда и пошло все. Библиотека Рыжковой. О, что-то новое тут у вас. Вот сотрудники библиотеки предложили здесь сделать музей редкой книги, которые были вами подарены библиотеке. По центру представлена витрина, где Пушкин, Гоголь, это Неужели это все наши книги? Это все книги ваши, которые вы подарили. А вот самая возрастная наша книга «Его юности честное зерцало». И вот является основным приоритетом этой библиотеки. Всю жизнь богатство не нажил, а книг нажил. Я всю жизнь увлекался книгами.
даже когда денег не было. Вот я и ловлю кайф здесь. Сегодня у нас очень хорошее представительство на заседании попечительского совета, потому что повестка дня довольно интересная, большая. Мы проанализировали, что делается в стране, и оказалось, что у нас нет какого-то центра, который по-настоящему показал работу тыла. Уважаемые друзья, я хотел бы высказать некоторые соображения. Мы пришли к мысли, что все-таки надо показать, что делал народ в это время. Одни воевали, а кто-то же делал самолеты, танки, каски делал, шинели, все, что полагается для фронта. Мы с Евгением Степановичем подписали бумагу в адрес президента. Он поддержал и сказал, что надо этот музей построить к 75-летию Победы. 9 мая будущего года мы должны перерезать ленточку. Наш музей современный, содержит очень много хроники, фотографий, документов. К сожалению, вся территория нашей Белгородской области была оккупирована, но в результате зимних боев в районе Курска образовался выступ. Линия фронта приобрела очертания дуги, поэтому мы говорим Курская дуга, Курский выступ. 5 июля, 6 часов утра, немецко-фашистские войска перешли в наступление. Началась Курская битва. Она продолжалась 50 дней и ночей. — 25 лет я возглавляю попечительский совет музейно-мемориального комплекса Прохоровское поле на общественных началах, по сути дела. Мы отдали должное воинскому долгу, памяти погибших и тех, кто воевал здесь. Для нас это была великая радость, когда народ откликнулся, и мы поняли, что это нужно, оказывается. Я считаю, наш комплекс известен, надо его замкнуть. Музей «Третье ратное поле России» мы строили 1 год 4 месяца. Музей бронетанковой техники тоже 1 год 4 месяца. Сейчас полным ходом идет строительство нового музея. Сегодня, правда, только свои забивают. Ну ничего, мы умеем работать. В общем, ребята, вот у вас ровно год. Ровно год, день в день. А объем больше. Приветствую вас. Здравствуйте. Как вы тут? Евгений Степанович, 2 замечания. Первое. Ребята хорошие, но долго раскачивались. Надо работать. Видно, световой день, что ли, вам работать. И второе. Я считаю, что надо каждую неделю проводить здесь оперативку. Вместе со мной. Но это было неплохо, если бы еще подключили. Хорошо. Я никогда в жизни не был парламентарием. Всегда работал в исполнительной власти. В 1995 году мне предложили баллотироваться в Государственную Думу по Белгородской области. Я сначала отказался. Но потом подумал, может быть, мои знания, опыт помогут. Я дал согласие. 15 лет назад вот на этом месте котлован был, стояли железобетонные сваи, очень большие. Это брошенная стройка. Это действительно были развалины. И вот один прекрасный день 4 человека во главе с губернатором Савченко мы пришли сюда. Я в это время был депутат Государственной Думы, и было принято решение, что бросить все силы для того, чтобы все-таки построить вот этот университет. И он построен. Вот академики и членкоры, которые работают в университете. А сколько академиков? На сегодняшний день вот 14. Они либо возглавляют
научные структурные подразделения или являются научными руководителями факультетов и институтов. Но это большой, да, академия российской. Рано. Когда я был молодой человек, мне все время тянуло учиться, и все время тянуло читать. Я увлекался философией, вот такими науками очень серьезными. Хотелось мир посмотреть. В 1959 году я закончил Уральский политехнический институт, защитил диплом, неплохо защитил. Уважаемые друзья, я очень рад, что мне предоставилась возможность встретиться с вами. Причина встречи – это книга «Тернистый путь России». Последняя эта книга, я ее называю «Последующая». Она не мемуарная книга. Здесь просто затронуты те проблемы, которые, на мой взгляд, они актуальны для нашей страны. У меня есть своя гражданская позиция. Во многом она вот здесь в этой книге. Во многом. Для меня самое главное, чтобы я мог самовыразиться. Чтобы я мог сказать: слушайте, вот моя позиция. На мой взгляд, это святая святых каждого думающего человека. 13 лет в Совете Федерации я представляю исполнительную власть Белгородской области. Я патриот своей страны. У меня нет другой страны и не будет никогда. Я люблю свою страну. Но если ты любишь, и ты видишь недостатки, и ты видишь, как можно исправить это, как можно улучшить положение, ты должен об этом говорить откровенно. Так, коллеги, начнем нашу работу. Переходит к рассмотрению вопроса расширенного заседания комитета на тему законопроектов, направленных на стимулирование развития предпринимательской деятельности в арктической зоне. Тексты всех проектов направлены членам комитета в электронном виде. Они должны у вас быть. Коллеги, пожалуйста. Мне кажется, нет сегодня каких-то оснований делать какие-то определенные выводы. Наш комитет отвечает за территории, за регионы. Это наша святая обязанность. И я сегодня не понял, поддерживают ли регионы эти проекты. Это сложнейшие проекты, связанные с севером. И мне кажется, это главный вопрос. Все эти решения, которые намечаются осуществить, они обязательно согласованы с территориями. Во имя чего мы тогда все это делаем? Во имя белых медведей, что ли? Значит, я думаю, это недопустимо. В нашей современной жизни, где еще есть подобное государство России? 85 регионов. 85. У нас огромнейшая страна. И поэтому подходить мерками вот центра, все остальное чепуха, это Россия разрушит. Мудрость, по-моему, политических деятелей ни в коем случае не разрушать федеративное устройство и дать возможность всем нормально развиваться. И экономика играет большую роль. В 1985 году никто не ставил вопрос о государственном устройстве. Говорили только об экономике. И я тоже говорил о экономике. Конечно, есть проблемы, на которые я сегодня по-другому смотрю совершенно. Сегодня я бы иначе его сделал. Но, к сожалению, сослагательного отклонения нет в истории. Все стало по-другому. Мне много раз задавали этот вопрос. Хочу ли я сюда вернуться или нет? Ни за что, ни за какие деньги не хочу. За 5 лет я наелся вдоволь. Все равно вся эта жизнь, она регламентирована была под какие-то правила, под какие-то нормы, под какие-то обычаи. Я очень доволен, что я не там.
На воле. Я на воле. Я вольный человек. Свободный человек. Залезай! Ты всегда все решал вместо меня. Сынок, я на службе, а ты никто.